Привет, друзья! С вами Анна, и сегодня я хочу сделать такое обзорное видео про карты Таро, а именно про Таро Уэйта. Почему-то очень много предрассудков связано с Таро. Некоторые люди боятся гадать, потому что думают, что можно прогадать судьбу или как-то плохо на нее повлиять. Но на самом деле карты, мне как кажется, не берут на себя ответственность за то, как сложится ваша судьба. Ответственность всегда лежит на вас, потому что вы предпринимаете какие-то действия, вы принимаете решения в вашей жизни. На самом деле с Таро можно узнать очень много интересной информации. Например, как по-настоящему к вам относятся те или иные ваши знакомые, как сложится ваш успех на работе какой-то, получится ли у вас там работать, будет ли вам там комфортно, хорошо на новом рабочем месте, например. Как по-настоящему относится к вам ваш коллега или друг, какие мысли у этого человека о вас. Также многие люди узнают про отношения, здесь каждый решает сам для себя, нужно ли ему знать какую-то информацию или нет, но мне кажется, что лучше знать какую-то информацию, чем не знать. Я сама убедилась в том, что Таро Уэйта совершенно не врут. Они иногда показывают очень интересные вещи, которые вы бы не узнали напрямую от человека или вообще просто не смогли бы узнать в каких-то других обстоятельствах. Таро может рассказать о намерениях человека, о возможных вариантах будущего. Я лично убедилась в том, что Таро Уэйта часто говорят правду, поэтому Таро может стать незаменимым помощником и советчиком, например, в выборе работы или в отношениях с людьми. В самих Таро нет ничего страшного, но у них очень мощная мистическая энергетика. И вы это можете почувствовать, просто взяв карты в руки. Один раз я задавала у карт вопрос, какой вот человек на самом деле, что он из себя представляет, о чем он думает, какие у него жизненные ценности. И то, какой вот человек со мной в общении, и то, что показали карты, это было очень различным, потому что карты показали его сущность. И вот в будущем, в процессе общения, я уже увидела, что да, действительно, то, что сказали карты, было абсолютной правдой. И я тогда очень удивилась, потому что, я даже не подозревала, что карты могут настолько говорить правду и настолько быстро предупреждать. Кстати, когда вы делаете какой-нибудь расклад, может выпасть карта смерть. Это не всегда прямолинейное значение, чаще всего это означает просто перемены. А по поводу того, могут ли карты изменить вашу судьбу, я бы сказала, что они не меняют судьбу, а меняют ваше отношение к тем или иным предметам или людям. И дальше вы уже меняете свои действия в зависимости от того, прислушиваетесь вы к картам или нет. Если карты и высшие силы сочтут, что вам пока что рано знать какую-то информацию, или вы к ней не готовы, или если вы узнаете какую-то информацию, это может вас как-то сильно разочаровать, и вы резко пойдете по другому пути, то может выпасть черная или белая карта. Белая карта означает, что информация закрыта или человек защищен от считывания информации. После того, как выпала белая карта, совершенно не нужно гадать. То есть это может вызвать какие-то неприятные последствия в виде плохого самочувствия. То есть с таким не шутят. После белой карты не нужно гадать на этот вопрос. Конечно, как и в любых Таро, есть свои особенности. Это все нужно изучать, все нужно читать. Также в такой вот колоде есть сопроводительная книжка-инструкция. Если вы самостоятельно делаете какой-то расклад и вы новичок, то книжка будет очень полезной. Там очень подробно расписаны значения карт. И что я могу сказать? Не обязательно учиться у каких-то ведьм или ведьмаков для того, чтобы делать расклады на Таро и как-то узнавать для себя какую-то информацию интересующую. Вы можете начать самостоятельно, просто изучая Таро по видео с YouTube, по каким-то статьям, и также самостоятельно. Например, вы задаете какой-то вопрос, вытаскиваете определенное количество карт, небольшое. Мне кажется, на первое время лучше небольшое. И потом
Вы просто пытаетесь увидеть как бы фильм в этих картах, и он действительно как бы видится. И далее вы пытаетесь как-то связать значения карт между собой при помощи ассоциаций. И действительно ассоциации могут легко возникнуть. Можно просто даже внимательно изучая картинки уже сделать какие-то выводы. Первое время вы можете обращаться к тому, кому вы доверяете и кто близок вам по каким-то ценностям, каким-то взглядам. А затем вы уже можете самостоятельно работать с картами. Не нужно этого бояться. И вопросы, в принципе, можно задавать тоже любые. Кстати, двое человек могут увидеть один и тот же расклад совершенно по-разному, потому что у них возникают какие-то разные ассоциации, и как бы читать значения они тоже могут по-разному. Иногда бывает, что карта падает, и я считаю, что этого не нужно бояться, потому что такое случается, и ничего страшного. Можно задавать вопросы, связанные с учебой, с экзаменами, с поездками или с какими-то важными решениями, которые вы предпринимаете. Там какие-нибудь сделки, продажи, что-нибудь такое. И карты, естественно, подскажут вам возможный вариант развития событий. Я за один раз задавала много вопросов. Мы гадали вместе с мамой, она гораздо более внимательно изучает вот тему Таро. Вот, я просто новичок и говорю о своем первом взгляде на Таро. Все это очень интересно. Таро, оно всегда окутано ореолом такой мистики, чего-то неизвестного. Вот. Но мне кажется, что люди напрасно сильно боятся этих карт, потому что ничего страшного в них нет. Вот. И они просто очень часто говорят правду, и я в этом убедилась сама. Еще родители мне подарили вот такие карты Таро «Ренессанс». Здесь вот такая сопроводительная книжка-инструкция. Здесь также встречаются картины прерафаэлитов, и они нереально живописные и нереально красивые. Вот сейчас покажу вам коробочку. Здесь также нарисованы какие-то ангелы. Вот. Ну, как художнику мне было очень приятно получить такие карты в подарок, потому что они пропитаны живописью, здесь все иллюстрации живописные, и мне это очень, конечно, понравилось, и нравится рассматривать эти карты. А теперь давайте откроем. Вот здесь такая коробочка. Вытаскиваем карты. Вот так выглядят сами карты. Их достаточно много. Вот, сами они небольшие, легко помещаются в ладонь. Они все пронумерованы и подписаны. По этим номерам вы можете легко узнать значение карты в инструкции. Они еще очень вкусно пахнут типографией, совсем новенькие. Вот карта «Мир», например. Обратная сторона здесь вот такая. Очень интересные карты. Здесь множество шедевров живописи. Их интересно разглядывать. Вообще значения карты во многих разных колодах повторяются, но также есть какие-то дополнительные значения. Иногда Таро бывают самыми разными. Например, бывает связанными со славянской какой-то мифологией, со славянскими картинами, узорами, вот все, что связано со славянским фольклором. Вот. И там, естественно, совсем другие иллюстрации, совсем другой стиль. Вот. Бывают карты, связанные с какими-то эльфами, фэнтези, то есть они вообще по-другому выглядят совершенно. Например, двухсторонние карты висверса. Также бывают карты про ведьмочек, там прям иллюстрации с ведьмочками, с котами, с метлами, вот, и зельями. И, то есть все зависит от художника, вот. Но значения часто повторяются. Еще в этих картах сделали такой интересный акцент на мрамор. Тоже очень стилизованно, очень интересно получается.
Можно даже просто устроить себе такой релакс-вечер, где вы будете рассматривать разные картинки на этих картах, читать про них значения. Конечно, в первый день вы не запомните все значения, но буквально за недели-две уже вы будете неплохо так разбираться и узнавать, что означает та или иная карта. Карты заряжают атмосферой магии, и очень интересное ощущение при работе с картами. Просто когда вы их держите в руках, перетасовываете, вот, совсем другие. Кстати, карты могут сказать о том, как живет человек в данный момент, будучи на другом материке, континенте, стране, городе. То есть ограничений по дистанции нету. Это получается, как, знаете, такое зеркальце, которое вам говорит обо всем, о других людях, о каких-то предсказаниях, советы дает. То есть это очень интересно, и я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы задавать вопросы, связанные лично с вами. А еще можно спрашивать о далеком прошлом. Здесь все в руках вашей фантазии. Я постараюсь сделать вставки с картинками каких-то вот карт и раскладов. Думаю, вам будет интересно. Кстати, почему-то многие люди думают, что Таро связано с какими-то черными силами, ими можно навлечь беду, испортить себе судьбу, или вообще не нужно знать будущее. Я считаю, что сами карты по себе безобидны, если их не использовать в плохих целях, например, в каких-то страшных темных ритуалах. Вот. А если использовать их в своих целях, то есть узнавать какие-то вопросы просто для себя о себе, то, в принципе, ничего плохого вы не сделаете. Вот. Просто эти карты могут повлиять на ваше восприятие и изменить ваше отношение к тем или иным вещам. Например, я один раз относилась скептически к одной подработке в интернете, то есть там по поводу статей, все такое. Вот. Но карты показали мне, что эта подработка может мне принести успех финансовый. И я совершенно по-другому на нее взглянула, свежим взглядом, и стала всячески вкладывать ресурсы времени и сил в эту работу. И, в принципе, карты были правы. Статьи принесли какой-то новый виток в мою жизнь, новую энергетику, и мне это очень интересно. Я почувствовала, что я стала больше выговариваться, что мое мнение и знания, которыми я обладаю, могут быть полезны людям, потому что я также пишу отзывы, ревью, рецензии на фильмы. Вот. Я считаю, что это очень психотерапевтично и интересно. И потом по поводу, стоит или не стоит знать свое будущее. Ну, я считаю, что лучше знать, чем не знать, потому что вы же, даже не обращаясь к картам, пытаетесь прогнозировать как-то будущее, пытаетесь как-то на него повлиять, представить, как сложится то или иное в вашей жизни, та или иная встреча, то или иное решение, как оно повлияет на вашу жизнь. Вот. Карты, они, в принципе, делают то же самое. Они тоже показывают вам возможный прогноз, и даже, может быть, как-то пытаются помочь вам, вот, чтобы вы не шли на заведомо бесполезную работу или не тратили время на того человека, который этого не стоит совершенно. А карты — это просто как бы информатор.
Ну, в общем, иметь такого советчика очень круто. И еще я заметила, что Таро Уэйта очень как-то связано с философией, потому что вот когда вы начнете изучать значение карт, вы заметите, что очень много философии в самих картах, в самих значениях. Например, карта Маг, она означает, что все в руках человека, что человек сам творец. Потом колесо фортуны, вот оно здесь изображено, означает, что выпадает какой-то шанс, но если вы провороните его и промедлите, то колесо фортуны крутанется, и вы, ну, уже потеряете свой шанс. С обратной стороны здесь нарисована карта Дурак. Она означает такого беспечного человека, мечтатель немножечко, и вот он идет, но он идет в пропасть. И, то есть, его беспечность ни к чему хорошему его не приведет. Также есть карты, где нарисованы полные кубки, это означает благодать. Еще карты могут рассказать, на каком этапе жизни вы сейчас находитесь, например, как вы себя чувствуете в данный момент жизни, как жертва, как заключенный в каких-то рамках, из которых вы не можете выбраться. Или же у вас, наоборот, там благодать, мир и солнце над вами. Или же вы чувствуете какую-то зависть, или вы с кем-то ругаетесь, и вам выпадают там жезлы, палки, вот все такое. Вот. То есть, или вами движет какой-то огонь, что вы весь такой страстный и эмоциональный, и принимаете решения на почве чувств. Вот. Может выпасть карта отшельник, то есть это человек-отшельник, который немножечко интроверт и решил как бы либо отгородиться, либо уйти, вот, то есть или как-то заморозить вот время в своей жизни, а может быть уехать куда-то подальше. Вот, то есть он решил обдумать свою жизнь и уйти в раздумье. Также можно спрашивать совет карт. То есть как себя повести в той или иной ситуации, или на что сделать упор в своей жизни в данный момент, на что обратить внимание. Но я считаю, что чтобы работать с картами Таро, совершенно не нужно быть ведьмой в 7-м колене, вот, иметь в родственниках там магов и еще кого-то. Вот, достаточно просто изучать, читать самостоятельно, исследовать эту тему самостоятельно и не придавать как бы сильно большого значения, если у вас что-то в первое время не получается или вы что-то не понимаете. Кстати, знаете, я видела, как гадают в ТикТоке, и это просто нечто. Во-первых, очень много прямых эфиров с картами, где какая-нибудь девушка или женщина гадает для большой аудитории, и она так быстро тасует карты, просто как шулер какой-то, вот, и выдает ответы какие-нибудь короткие, небольшие. Вот, конечно, в рамках ТикТока невозможно сделать полный расклад, но, тем не менее, это, конечно, очень интересно, вот, и доверять или нет таким вещам, это полностью как бы на вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, и до новых встреч!